Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет об относительно маленьком обитателе морей, но, несмотря на свои небольшие размеры, очень агрессивным и очень опасным ракообразным, в том числе опасным и для человека. А именно речь пойдет о креветке-богомоле. Еще его называют рак-богомол или павлинья креветка. Красивые и смертоносные два дескриптора, которые обычно связывают с этими креветками. Но креветки-богомолы – это особый класс. Это красочный экземпляр заработал репутацию одного из самых грозных существ глубин. Но давайте по порядку. Завариваем чаечек с плюшками. С вами Рассел Уайт, и вы на канале «Все обо всем». Креветка-богомол не просто красивая, пестрая и ракообразная. В ее конечностях чудовищная сила. Как, обладая самым стремительным ударом на морском дне, возможно и на всей планете, креветке-богомолу удается не сломать кулак, упроченные раковины пожираемых ею моллюсков. Но об этом ниже. Начнем мы, пожалуй, с описания креветки-богомола. Итак, креветка-богомол – вид крупных хищных ракообразных. Несмотря на свое название, это не креветка, и уж точно не богомол, а принадлежат они кротоногим. Более того, эти членистоногие не такие маленькие, как может показаться. Их размер может достигать 45 сантиметров. Креветки-богомолы имеют 8 пар ножек. Первая чувствующая, со второй по пятую хватательные, а последние ходильные. На первых 5 парах конечностей расположены жабры. В хватательных ножках заключается главная особенность животных – это орудие убийства. Существует более 450 разных видов креветок-богомолов. Основные их виды различаются как раз по типу вооружения. Если пара передних конечностей выглядит как сабля, внешне похожая на ту, что можно увидеть у богомолов, это так называемые хвататели. Зачастую они живут в песках и имеют более непримечательный вид. А вот сокрушители – те, у кого на месте передних конечностей настоящие дубинки. На голове ротоногого располагаются усики антенны. На них размещаются глаза. Продолжительность жизни животного около 20 лет. Раскраска у рака-богомола яркая, так как зачастую они обитают именно в рифах, где и маскируются. Ноги у них оранжевые, а тело зеленое. Но существует множество разных расцветок. Не зря они называются еще и павлиновой креветкой. Всевидящие глаза рака-богомола. Одной из особенностей этих животных являются необычные глаза. У них самый широкий визуальный спектр среди животных, целых 16 видов рецепторов. Он даже способен улавливать ультрафиолетовое и инфракрасное свечение, а также поляризации света, линейную и круговую. Более того, он способен видеть раковые клетки. Сейчас глаза животного активно изучаются, чтобы создать оборудование, способное увидеть онкологию на разных стадиях. Чтобы было легче понять, насколько зрение креветки-богомола отличается от нашего, напомним, что человек может различать 3 основных цвета – синий, желтый и красный. У рака же их 12, в 4 раза больше, чем у человека. Глаза человека видят 2 картинки, по одной на каждый глаз. Это называется бинокулярное зрение. Рак-богомол же и здесь произошел человек. Его глаз видит целых 3 картинки. Глаз у него, напомним, 2. Таким образом, можно сказать, что креветка видит мир с экстакулярным зрением. Помимо феноменального зрения, креветка-богомол обладает еще и замечательной памятью. Она запоминает всех своих соседей. На чужаков бросается с агрессией. Где обитает павлиновая креветка? В основном ротоногие селятся в тропических и субтропических морях на небольшой глубине от 2 до 70 метров. Встречаются они и на Дальнем Востоке России. В основном обитают на мелководье Тихого и Индийского океанов, где ведется их промысел. Креветки-хвататели селятся в песчаных норах. По мере роста они просто выкапывают ямку побольше, поэтому глубина нор может быть около метра. А вот сокрушители живут среди камней и кораллов. В неволе креветок-богомолов увидеть сложно, так как они с легкостью могут разбить даже толстое стекло. Зимовка не сильно меняет правила жизни креветок. Они просто остаются на том же месте жительства.
максимум могут вырыть для себя другую нору, но далеко не переедут. Чем питается и как охотится креветка-богомол? Креветки-богомолы не зря зовутся страшными названиями, вроде раки-террористы и резатели пальцев. В их меню входят крабы, моллюски, улитки, черви, креветки и рыба. Более того, павлиновые креветки – единственные, кто способен полакомиться ядовитым синекольчатым осьминогом, яд которого может убить человека за 15 минут, а противоядия к нему не существует до сих пор. Креветки-богомолы очень агрессивны, причем не только к своим жертвам, но и к себе подобным, поэтому никогда не сбиваются в группы, разве что только для спаривания. Как говорилось выше, существует два основных отличия ротоногих. Их оружие. Хвататели не так ярки, как их собратья. Они живут в песке. В момент охоты неожиданно упрыгивают на жертву и хватают ее. У жертвы нет шансов выбраться из крепких объятий креветки-богомола. В засаде креветки могут провести очень долгое время. Сокрушитель действует совсем иначе. Даже окрас говорит о том, что зачастую они действуют в открытую. Он призван пугать противников. Для удара креветки-богомолы используют пару многочелюстей, которые покрыты острыми шипами. Конечности ракообразного, не превышающего 30 см в длину, практически мгновенно развивают скорость от 80 до 100 км в час. Это в 50 раз быстрее моргания глаза. Сила удара составляет около 1500 ньютонов, что позволяет разбивать твердые раковины моллюсков легко, словно яичную скорлупу. За десятитысячные доли секунды улитки и крабы становятся абсолютно беззащитными перед удивительным морским созданием. Как же чудо-креветке удается тысячи раз наносить чудовищный удар по твердой поверхности и не сломать конечности? Ответ недавно нашли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне. В статье, опубликованной в журнале Nature Materials, группа исследователей описала прочное покрытие из наночастиц, которое поглощает и рассеивает энергию ударного воздействия гигантской величины. Используя электронный и атомно-силовой микроскоп с высоким разрешением, ученые обнаружили, что покров конечности креветки-богомола состоит из минерала под названием гидроксиапатит. Но подводные драчуны обязаны крепкими кулаками не столько самому минералу, сколько размеру и соединению его частиц. Нанометровые сферические частицы уложены елочкой, непрерывную последовательность, как чешуя рыбы. По поверхности такой структуры сила удара распределяется равномерно. Спиральная закрутка цепочек из частиц минерала еще больше укрепляет внешний слой многочелюсти креветки богомола. В момент удара частицы гидроксиапатита вращаются и остаются целыми, но структура нанокристалла может разрушиться. Затем она, конечно же, медленно восстановится. Если скорость деформации была относительно низкая, покрытие сначала мнется, как зефир, почти сразу возвращается в исходную форму, объясняет Дэвид Кейсалус, профессор материаловедения и инженерии Калифорнийского университета, изучающий креветок богомолов более 10 лет. При более высоких скоростях деформации частиц затвердевают и ломаются на границах раздела нанокристаллов. Разлом приводит к образованию новых поверхностей, рассеивающих энергию удара. Обнаруженный учеными механизм превосходит по эффективности многие инженерные материалы для жесткости конструкции и демпфирования. В дальнейшем подобные структуры могут найти широчайшее применение. Защитные поверхности с улучшенными прочностными характеристиками можно использовать в автомобилях, самолетах, спортивном снаряжении и экипировке военных. Враги креветки-богомола. Несмотря на боевой характер, креветкам-богомолам угрожает множество других животных. Акулы и касатки иногда не прочь перекусить членистоногих. Крупные рыбы, самый злейший их враг – тунец, и барракуда, которые способны целиком проглотить животное. Однако поистине главной угрозой для павлиновой креветки являются люди. Несмотря на то, что они не очень известны, их промысел очень велик. Как еда креветки-богомола популярна во многих кухнях мира: японской, кантонской, вьетнамской, филиппинской, итальянской и гавайской. Мясо креветки-богомола считается деликатесом. Оно нежное и чуть сладковатое. В нем содержится много белка, минеральных солей и углеводов. В итальянской кухне мясо креветки-богомола считается одним из лучших ингредиентов при
приготовлении соусов. Представляют ли креветки-богомолы опасность для человека? Креветки-богомолы несут большую угрозу для человека. Животные не пугают большие размеры. Попытка потрогать может стоить не только конечностей, но и жизни. Дело не столько состоит в силе удара, сколько в инфекции. Рак вполне может занести ее туда, оставив глубокий разрез. Напомним, что удар ее для человека сопоставим с попаданием пули 22-го калибра. Интересные факты про креветку-богомола. Известен случай, когда Рой Колдуэлл, профессор биологии, захотел показать одному журналисту этих животных. Мол, в аквариуме содержится небольшое существо, которое пока еще почти не изучено. Когда профессор повел рукой перед стеклом, оно вдруг разлетелось по всему помещению, а 150 литров воды вылилось на пол. Рак-богомол не захотел становиться предметом изучения и разглядывания, поэтому одним ударом разбил стекло аквариума. Креветки-богомолы являются естественными барометрами. Они очень чувствительны к загрязнению окружающей среды. Если место обитания становится плохим, они уходят, а для людей это становится сигналом, позволяющим делать выводы о плохом состоянии коралловых рифов. Креветки-богомолы не только обладают всевидящим зрением и убойным орудием, они еще и певцы. Опустив микрофон в аквариум, ученые, к удивлению, узнали, что животные издают странные, даже пугающие звуки. Павлиновые креветки, несмотря на агрессивность, моногамны. Они могут давать потомство с одним и тем же партнером в течение 20 лет. Самец вполне может высиживать яйца, отложенные самкой. Они могут разделить их на 2 кладки и заботиться о потомстве сообща. В любом случае, самцы всегда готовы помочь с детьми. На клешнях на месте удара образуются кавитационные пузыри. Происходит это от разрыва воды и образования внутри газа. Температура внутри пузыря схожа с температурой поверхности Солнца. Личинки креветок-богомолов плавают подобно зоопланктону до 3 месяцев. Кстати, даже на этой стадии развития они уже проявляют агрессию. И снова о скорости удара. Если бы человек мог бросить мяч с такой же скоростью, с которой атакует креветка-богомол, снаряд бы улетел в космос. А если бы сила удара была такой же, то мы вполне могли бы сломать железо руками. Стоматоноды начали развиваться независимо от других ракообразных почти 400 миллионов лет назад, примерно за 170 миллионов лет до появления первых динозавров. С тех пор они следовали изолированной эволюционной линии, которая привела к некоторым из их более уникальных характеристик. Их биология настолько причудлива, что ученые дали им прозвище «креветки с Марса». На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели видео. С вас лайк, если понравилось видео, но если не понравилось, можно и дизлайк. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных видео. Все, всем пока, до новых встреч.